Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня исполняется каналу 3 года, я поэтому решил прервать занавесу молчания и сделать этот выпуск, который, я очень надеюсь, поможет вам в эти непростые времена найти правильный фарватер, заработать деньги, ну или как минимум их не потерять. Так, друзья, но если посмотреть новости, что происходит, то это ужас один сплошной. На самом деле мы подошли, можно сказать, к такой точке, когда происходит слом экономических, технологических, социальных эпох. И поэтому получается такая эра, она очень страшная на первый взгляд, но неизбежная. Во многом те события, которые происходят сейчас на фондовых рынках, все вот эти пертурбации, они как раз связаны именно с тем, что пришло время все обнулить, обвалить. Денег выпущено очень много, эти деньги пока что как-то давят, поддерживают рынок, но мы начинаем с вами быть свидетелями тех очень интересных и в то же время страшных и непростых процессов, когда фондовые рынки сначала впадает в штопор, и потом весьма вероятно будет очень сильная короткая просадка. Здесь на самом деле бытует такое мнение, что просадки не будет. Минимум мы получили в 2020 году, в марте, в апреле. Но здесь есть определенные обстоятельства, которые заложены в текущую схему развития экономики, технологий, которые требуют, что для того, чтобы с текущих позиций развился очень хороший рост, необходимо, чтобы еще был один удар, и, соответственно, мы увидели еще одно дно. Этого дна, конечно, может не быть. Все зависит от того, как будут выстраивать монетарную политику, как будут реагировать на происходящую инфляцию, которая вот-вот сорвется в галопирующую и в гиперинфляцию. Тем не менее, риски очень высоки того, что мы в этом году увидим второе дно, аналогичное тому, что было в марте 2020 года. Так, друзья, ну вот хотел обратить ваше внимание, спонсор выпуска компания Nokia «Все оценим.ру», оценка бизнеса, недвижимости, активов для получения кредитов в банке, взноса в уставной капитал и для других целей. Ну и представительство в судах, все необходимые консалтинговые юридические услуги. Ну, то, что бизнесу в эти непростые времена может потребоваться в любой момент. Так, друзья, давайте теперь перейдем к календарику, посмотрим, что у нас сегодня по расписанию. Так, ну мы видим, что объем промышленного производства по Германии показывает снижение от месяца к месяцу. Ну, это вполне естественно с учетом того, что происходит с ценами на энергоносителями. Экономика Германии находится в очень непростой ситуации, и она фактически оказалась заложниками роста цен на сырье. В первую очередь нефть, газ. Так, друзья, далее сегодня нас ждут данные по Соединенным Штатам, уровень безработицы. Так, ну и по сути получается ситуация следующая. Рынок труда, его рост в Соединенных Штатах, как мы видим по другим показателям, сейчас мы их посмотрим, начал стагнировать. ФРС в среду, ну вполне ожидаемо, подняло процентную ставку до 1%. В результате вот мы получили такой красивый график. Но здесь надо четко понимать, что на самом деле ФРС ориентируется на два ключевых фактора. Ну, инфляция понятно, но для них инфляция не главная. Для них ключевой фактор – это рынок труда и реальные доходы американцев. Почему они начали поднимать ставку? Они начали поднимать, потому что рынок труда Соединенных Штатов при текущих ставках он уже не показывает роста, он входит в стагнацию, и, соответственно, начинается снижение реальных доходов рядовых американцев. Соответственно, вот эти два ключевые параметра, на которые всегда ориентируется ФРС в первую очередь, а не на инфляцию, как многие думают, они начали стагнировать, и поэтому ФРС для того, чтобы не усугубить эти процессы, начал поднимать ставки. Потому что если не начать поднять ставки, будет рост инфляции. Инфляция, соответственно, кушает и рынок труда, и кушает, соответственно, реальные располагаемые доходы людей. Люди начинают волноваться, ну а ФРС заинтересована в том, чтобы экономический маховик Соединенных Штатов крутился, люди были довольны.
бизнес развивался, и у всех было все хорошо. И поэтому ФРС, судя по тому, что начались пробуксовки на рынке труда и росте реальных доходов, они вынужденно начали поднимать ставки, чтобы эту ситуацию не усугубить. На самом деле они по-хорошему должны были начать это делать еще аж в июле 2021 года, где-то вот здесь вот. Но поскольку рынок труда продолжал восстановление, а для них в первую очередь главная задача это рынок труда и реальные доходы американцев, они, соответственно, эти действия не начали предпринимать в то время, когда это было наиболее своевременно. Вот. Поскольку как бы они привязаны к показателям хорошей жизни американцев и американского бизнеса, получился некий лаг, некий пропуск, когда эти действия необходимо было произвести, и мы вот все эти процессы, которые сейчас имеем в мировом масштабе, мы их получили. Так, ну вот реально располагаемые доходы американцев, как мы видим, от месяца к месяцу они начали уже снижаться, то есть политика низких ставок, она перестала работать. Сегодня публикуются данные по общей безработице в Соединенных Штатах. Здесь мы видим, что уже текущие значения, они вышли на то, что было до кризиса. И фактически мы сейчас подходим к такой фигуре, когда безработица должна начать расти. Поскольку этот процесс уже неизбежен, то ФРС начинает поднимать ставки для того, чтобы не усугубить ситуацию. Потому что низкие ставки – это рост инфляции, и здесь уже инфляция, она является не источником роста экономики, а губителем. Так, друзья, ну и вот те движения на рынке, которые мы получили, вот это вот обвал, отскок, потом опять обвал. Соответственно, здесь все достаточно нехитро. В среду ФРС подняло ставку, как это ожидалось, даже достаточно там мягкие речи звучали, что я до последнего не буду или мы не будем поднимать. Соответственно, на этом рынок воспрял духом. В четверг вышли данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице, то есть это вот как раз в динамике, что происходит на рынке труда Соединенных Штатов, и здесь этот показатель уже начал расти. Он нарисовал такое донышко волшебное, и вот-вот он готов к тому, чтобы начать отбиваться от донышка и расти. Поэтому промедление с удержанием низких ставок, оно усугубит эту ситуацию. На фоне этих данных мы увидели вчера такое волшебное движение на рынке. Так, друзья, ну на сегодня у нас следующая картина дня. Ситуация на российском рынке, хоть он и изолирован на текущий момент, достаточно неплохая. Да, голубые фишки сегодня не в фаворе, но вот эта вся волшебная и жизненно необходимая мелочь и среднячок, они показывают рост, и это говорит о том, что рынок в целом, несмотря на все проблемы, на непростую ситуацию, он пока еще дышит. Так, рубль-доллар, сейчас мы детально это дело обсудим, но здесь как бы рубль, доллар точнее укатали, рубль показал ему волшебный знак. Вот, на это есть все основания, достаточно посмотреть платежный баланс. Таким платежным балансом рубль просто обязан укрепляться по отношению к доллару. Тем более исторически, если мы посмотрим, что было за последнее энное количество лет, вот этот промежуток времени, который длится с марта по июнь, чаще всего рубль к доллару очень значительно укреплялся. Это, конечно, было не всегда, но в большинстве случаев мы имели вот схожую картину, даже более серьезную. Так, вот по евро-доллару ситуация, конечно, очень напряжная, она очень тяжелая. По сути, пробито ключевое значение, которое должно было быть удержано для того, чтобы евро нормально рос к доллару и, соответственно, чтобы ужас-ужас в мировой экономике не возник. Но по евро-доллару мы отдельно позже поговорим. Так, друзья, ну далее, соответственно, S&P 500. Так, друзья, ну вот по S&P я вчера в телеграм-канале писал свои мысли, что сейчас ключевой уровень 4100. Соответственно, если этот уровень удерживается и не пробивается, то мы в районе текущих значений консолидируемся и, соответственно, он уходит наверх. Причем даже, возможно, будет попытка сходить к тем хаям, которые ранее были достигнуты. Но если здесь не удерживается, то мы срываемся в стопор и получаем классическую ситуацию, которая была до эры печатания денег. Sell in May and go away. Поэтому вот 4100 у нас тут Рубикон. Если он начинает уходить под 4100 и там проторговываться, это будет говорить о том, что весьма вероятно
сейчас начнется что-то очень страшное. Если, соответственно, удерживаем на этом значении, то все хорошо, он так или иначе восстановится, и мы увидим непривычный рост в мае-июне. Так, ну вот по Сберу там очень интересная картина возникла, я ее вчера в телеграм-канале опять же описал. Вот ключевой уровень сейчас 121,5-122, там мощный набор позиций произошел. Соответственно, если здесь вот эти значения, они не пробиваются в ближайшее время, вот, но сегодня уже малину подпортили на рост, но уже как бы у нас идет перенос на следующую неделю. Удержание этих значений ведет к тому, что по Сбербанку будет отскок и рост. Если пробиваем устойчиво вот эти позиционные значения, то по Сбербанку можем увидеть движение в район 75-80. Я пока не делал бы на эту ставку, посмотрим, как американцы отбрыкаются. Вот, вполне возможно, что они удержатся на 400, и тогда, соответственно, Сбер тоже воспрянет, так или иначе. Так, друзья, давайте перейдем теперь к графикам. График RGBI, месячный таймфрейм, график российского госдолга, так или иначе, но начиная с марта месяца произошел разворот. Вот этот тренд, который был негативный, он сломан, и, соответственно, здесь нас ждет, ну, если как бы мы отбрасываем невероятные сценарии, негативные, которые, к сожалению, вполне возможны, то либо консолидация, либо дальнейший рост, соответственно, это будет оказывать поддерживающее действие рублю. Да, сейчас говорить о свободной конвертации и так называемой рыночной стоимости рубля достаточно сложно, потому что там, где есть ограничения в обороте, там нарушаются рыночные механизмы. Тем не менее, все равно текущий курс рубля, он в той или иной степени показывает, что происходит в российской экономике. Ну, скажем так, текущие реалии таковы, что для бюджета такой курс доллара, он не очень выгоден. И поэтому, так или иначе, после, скорее всего, если в мае мы благополучно проскачем, то где-то в июне, в июле пойдет рост доллара против рубля, соответственно, будет закрепление выше 72-74 и, соответственно, движение, ну, если ничего страшного не произойдет, то в район 75-78. Так, друзья, ну вот рубль-доллар, USD, tomorrow, месячный таймфрейм. Ну, соответственно, всегда после таких выносов бывает откат на укрепление. Вот, но текущие значения, скорее всего, они будут вести либо консолидации вот к этим значениям, которые достигнуты в ближайшую неделю, 2-3, либо потом, либо сейчас сразу, соответственно, у нас будет возврат вот сюда, вот в этот диапазон, где для рубль-доллар более комфортно. Да, есть определенное видение, что рубль будет укрепляться к доллару вплоть до 50, возможно, 47 рубль за доллар. С учетом текущего платежного баланса это вполне реально. Но в любом случае вот это движение, оно скорее всего будет по образу и подобию вот этого. И потом приведет к тому, что произойдет возврат вот сюда, вот к этому диапазону. Реперная точка это 72-75. Точнее, реперный диапазон, к которому он будет стремиться. Так, на рубль-доллар часовой таймфрейм. Здесь мы с вами видим, что вот 66 и все, дальше его не пускают на укрепление. Вполне логично, чтобы закрытие недели было где-то в районе 68,4-69, вот здесь вот в этом диапазоне. Я думаю, это наиболее вероятный сценарий. Опять же, здесь, если возникает движение на укрепление рубля сегодня и будет пробой 65-75, то мы в моменте можем увидеть движение на 63,9-63,5. Такой сценарий имеет место быть, но он, скорее всего, маловероятный. Наиболее вероятный сценарий — это повторение того, что было вчера, возможно, даже в более серьезном варианте движением на 69 и выше. Так, друзья, евро-рубль. Евро-рубль, здесь ситуация схожая. И, соответственно, здесь развивается движение. По евро-рублю у нас более скромные цели. Движение в район 72 на сегодня. Ну и, соответственно, пробой 69,2-69,3 ведет к укреплению на 67,9-67,7. Такой сценарий маловероятный. Здесь наиболее вероятно будет на сегодня движение вот сюда, пробой и закрепление, наверное, где-то в этом диапазоне.
Так, друзья, далее нефть. Ну, смотрите, с нефтью здесь ситуация понятная. Вроде как грозятся открыть кранчики и Иран, и Венесуэла, и Америка распечатать стратегические резервы, оставшиеся, если они, конечно, остались. Вот. Но, тем не менее, мы все видим, что идет рост цен на нефть. Здесь бессмысленно обвинять спекулянтов. Никаких спекуляций, идет перекос. Соответственно, новая фаза технологического цикла. И поэтому здесь идет остаточный дожим на перехай всех цен на сырье. Соответственно, по нефти в этом году, я думаю, будет весьма вероятно переписаны хаи 2008 года. Вот. Но достигнутые результаты не являются гарантией будущих успехов. Поэтому после этого будет откат и, соответственно, возврат в наиболее комфортный для нефти диапазон по бренту, который находится в диапазоне 60-75. Что касается текущей ситуации на сегодня, у нас наиболее вероятно будет закрытие по бренту, я думаю, в районе 112-110, вот сюда, в этом диапазоне. Сейчас либо отсюда будет возвратное движение, либо будет тестирование вот этого недавнего хая в районе 114, и после этого откат вот сюда в район 111. По нефти может картина измениться только в том случае, если будет коррекционное движение вниз и пробой диапазона 99-97 по бренту. Я пока не вижу, что сподвигнет такой сценарий, поэтому здесь либо рост, либо консолидация с небольшими откатами и продолжение роста. Соответственно, это еще один дополнительный фактор, который влияет на крепость рубля. Да, российская нефть Urals продается с дисконтом 30-40 долларов. Но тем не менее, то есть при падающем импорте это весомый аргумент для того, чтобы курс рубля укреплялся. Так, друзья, далее золото. По золоту у нас на сегодня консолидационное движение. По сути, как бы золото, если не пробивает устойчиво 1880, то здесь только на рост. Никаких других вариантов у золота нету. Что бы там ФРС сейчас не делала со ставками, пока не взвинтит ставки там до 7-10%, все равно будет инфляция. Инфляция — это всегда плюс для золота. Так, друзья, далее Газпром. Газпром после отскока у нас попал в чудодейственный боковик. Соответственно, у Газпрома есть достаточно сильная поддержка, которая в диапазоне 220-224. Поэтому, если повторного пробития вот этих значений не возникает, то здесь как бы от текущих движений будет консолидация, это дневной таймфрейм, и, соответственно, попытка сходить вот сюда, вот в район 275-280. Но это как бы локально, стратегически. Если все-таки пробиваем 224 после отката 220, то тогда как бы здесь открывается портал движения в район 125-120. Пока я бы на это ставку не делал. С моей точки зрения, более вероятно здесь консолидационное движение, которое ведет потом к росту, хотя бы небольшому. Опять же, это если мы не рассматриваем сценарий глобального обвала. Так, друзья, ну и вот часовик по Газпрому, скорее всего, у нас закрытие недели будет, я так думаю, в районе 235,5, 234,5, вот здесь вот где-то в этом диапазоне. Так, ну давайте часовичок по Сберу глянем. Вот у нас здесь все складывается благоприятно. Видите, его 122, его здесь зашкварник держит. Ниже ему двигаться не дают. Если дадут двигаться ниже, то тогда его, наверное, уже можно будет ловить существенно ниже. Вот. Если он здесь удерживается, то у нас открывается портал движения наверх. Я думаю, сегодняшний день недели будет закрыт вот в этом консолидационном диапазоне. Так, друзья, далее Лукойл. По Лукойлу это тоже часовой таймфрейм, как и по Сберу. Соответственно, у нас на сегодня весьма вероятно консолидация вот в этом диапазоне до конца дня. Так, друзья, далее Норильский никель. Вот здесь интересная ситуация. Вот смотрите, там голубые фишки падают, депрессируют. Его затащили на 21 500 и дальше держат железной рукавицей. Вот, соответственно, вот у этой бумаги у нее, я думаю, в ближайшее время есть все шансы, если она удерживает вот этот диапазон 21 тысяча, 21 500, то на следующей неделе мы вполне можем увидеть попытку сходить в район 22 тысячи, 22 300. Вот на сегодня у него боковик,
Скорее всего, он будет в этом боковике. Если он на сегодня все-таки пробивает 21 400, то мы увидим движение, цель которого будет вот сюда 21 250. Пока он 21 не пробил, никто ему снижаться не даст. Так, друзья, ну и давайте, какая свадьба без драки, какой разбор акций без Теслы. 850, 800, вот здесь очень сильный уровень поддержки. Соответственно, это вот американская котировка. Свечка за 5 мая поставлена. Удержание 850-800 вот этого диапазончика придет к тому, что она здесь собирается и отскакивает на 1040-1020. Если 800 все-таки будет пробит, то, соответственно, Tesla, наверное, будет очень существенно пикировать. У нее следующая цель движения будет в районе 700-650. Так, друзья, ну, в общем-то, все ключевые моменты разобрали. Желаю вам всего наилучшего в это непростое время. Приобрести и богатство, вопреки тому, что происходит в мире, и опыт. Остаться целым и невредимым, чтобы все у вас было хорошо. Ну и с наступающими праздниками.